Всем привет, с вами Ларри Икс, и мы продолжаем проходить Hogwarts Legacy. И в прошлой серии мы получили Кролану, гиппогрифа, наконец-то. Что-то залип, за кадром немножко полетал, и прям под большим впечатлением остался. Не знаю, это прям мечта детства, полетать на гиппогрифе. На втором месте после Митвы. Вот, классно сделано, прям впечатляет. И музыка такая еще очень похожая на то, что было в третьей части, когда Гарри, первый полет его был на гиппогрифе. Прям эмоции зашкаливают. Вот, ну это, разумеется, фан-сервис, но вообще кайф, прям кайф, не описать. Удовольствие. Ладно, у нас еще следующее задание, сюжетное. Оно называется «Астрономия», и здесь я уже что-то не помню. Занятие профессора Шах проходит на вершине астрономической башни. И вверх по лестнице от входа выручай комнату. Мне нужно отправиться туда прямо сейчас. Так, требуемый уровень и никаких наград, удивительно. Так, ну, немножко продвинемся по сюжету, затем выделим какую-нибудь серию и побегаем по всяческим вот этим допам. Я думаю, если по замку бегать просто так, бесцельно, можно насобирать еще пачку всякого. Ну, вот здесь вот эти вот собирательства, по-моему. Так, погоди, диком еще надо, да. Собирательство мне, конечно, не очень нравится, бегать по Хогвартсу и всякое там собирать, искать. Но это как бы прикольно в любом случае. То есть изучать Хогвартс и находить что-то. Не особо люблю такие собирательства в играх, но посмотрим, как оно здесь реализовано, может и затянет. Вот, но оно как бы не обязательное. Мы будем стараться придерживаться все-таки основного задания и таких вот, ну, более-менее интересных второстепенных задач. А, кстати, у нас тут уже разделение идет прям. Это задачи, а это прям побочные. Задачи, вот, кстати, очень нужные штуки. Они нам дают новые вот как раз эти заклинания. Но тоже это не сейчас этим займемся, а на следующей серии. Сейчас хочу по сюжету немножко продвинуться. Освежить в памяти, что у нас тут происходит. Ага, вот она, это прям башня. И, кстати, у нас помимо того, что появился гиппогриф, за то, что там какие-то DLC, не DLC, за предзаказы у меня были... Где смотреть-то? Ага, вот, прям сразу же попал. То есть, в принципе, можно заменить на фистралы, можно еще на другого гиппогрифа. Твари можно добавить в январе. Сортировать по новизне. Так. Это понятно, а как его выбрать? Подожди, наверное, сначала надо слезть. Так, а как с тебя слезть? Она у нас, то есть, в этом. В мешочке. Ладно, забавно. А я-то думал, как мы ее будем призывать. Но, блин, а как ее заменить? Все, вопросов больше не имею. Это у нас какой-то темный гиппогриф. У него глазки синие, красивые. Оперение такое, переливающее. Вы заслужили доверие этого прекрасного черного гиппогрифа, и теперь можете парить в небесах на его спине. Это у нас по умолчанию, да, идет подруга Поппи по кличке... подруга Поппи по кличке Кролана, невероятно преданная самка гиппогрифа. Кролана доверяет вам и не станет противиться, если вы захотите парить на небесах на ее спине. Ага, и вот самый главный у нас гость программы — Могилия. Прирученная и очень нежная самка Фистрала, на спине которой вы можете парить в облаках. Она, конечно, выглядит криповенько. Это типа гиппогриф, только без перьев. Так, а как он, интересно, на нем летать? Вот у него ни перьев, ничего нет, он такой лысый, как кошка-сфинкс. И типа... How about some sightseeing? Он такой компактнее. Блять, конечно, не особо как-то вот удобно. Он как-то резко поворачивает. Ну, может приноровиться, конечно. Но если сильно приспичит, можно и вот таким способом передвигаться.
Просто интересно, как это выглядит со стороны, потому что этих фестралов видят люди, которые видели смерть, а, ну, школьники только начинают, грубо говоря, жить, и всякие вот эти вот всяких негативных штук этих не видели. И я типа в воздухе просто скачу в их глазах. Ладно, залетаем. Faster! Но ощущение, как будто летим на летучей мыши. Немножко. Не, ну тоже прикольно. Типа даже дракон. Можно представить, что это дракон. Ну, для разнообразия сойдет. Так, приземляться. И самое забавное, что слезть полностью с него мы не можем. Ну, то есть, слезаем, мы его сразу прячем в рюкзак. То есть, оставить его не получается. То есть, нажимаем кнопку. Хоп, он просто в чемодан уходит. И... Так, снаряжение же, да, по-моему, да. Вот здесь мы можем его поменять. Тут еще кто-то должен быть. Поставим пока крылану по умолчанию. Она мне, в принципе, нравится. Беленькая такая. Под надоест можно потом будет на вот темного поменять. У него глазки красивые, мне прям нравятся. Голубенькие. Вот. И получается, когда мы его снова достаем... А, вот у нас еще какое-то третье животное есть. Оно тоже, что ли, летающее. Там вообще какое-то чудище какое-то показано непонятное. Вот, нажимаешь, и он сразу из чемодана у тебя, хопа, под жопой появляется. Удобно, очень удобно. Я-то думал, что придется свистеть, как-то призывать. Интересно, а если вдоль водоема пролететь, он будет лапкой по воде? Да! Прям как в фильме. Ой-ой-ой. Так себе из меня штурман. Сейчас эффектно приземлимся. Это наша белая Феррари. Оп. Капец. Удобно. Почему так с машиной нельзя? Вышел на улицу, оп, из чемодана достал, сел. Сразу в салоне появляешься, заходил. А, и туда. Так, а может что-нибудь с шарфиком придумать? Поинтереснее как-нибудь переодеть нашего парня? Красавца. Или шарф совсем убрать? Что у нас тут какие есть? Зеленый только один, к сожалению, да? Еще вот такой непонятный. Может, без шарфа? Вот так поставить? Почему бы нет? А, у нас же новые эти появились. Можно... Ага. А что ты нам недоступен? Почему он под замком? А, 24 уровень. Но по характеристикам он проигрывает, несмотря на то, что он типа выше по уровню. У нас сейчас типа легендарные надеты. Так, по очкам. Господи, сколько у меня тут всякого. По очкам. Да, в принципе, даже менять ничего не хочется. Вот это, по-моему, я заходил, когда снова вот эти очки дали нам. Там куча всякого по снаряжению навалило, в том числе вот эти очки. Так, какие у меня были тогда этого? Вот эти, по-моему. Так и оставим. Так, плащ мне нравится. Но здесь вот тоже ничего. Ну, вот это более-менее. Может, вот это оставить. С этим уже бегали, конечно. А ну пусть будет этот.
К штанам более-менее подходят зеленые. Так, с головным убором у нас, я так понимаю, тоже беда. Господи. Это вот завитушка прикольная была. Так смешно, конечно. Не могу прям. Котелки тоже классные. Вот. Она прикольно, с ней бегал. Вот так она, у нее этот диаметр такой большой. Но она прикольная, когда бежишь, у нее вот этот конус подпружиненный, он такой блин. Не, а что, может так и оставить? Да что, давайте оставим. Так, стоп. А, тыква на месте. У нас еще Хэллоуин. По идее, уже скоро должна тогда, по логике, зима быть и Рождество. Оно интересно как, по сюжету то, что мы проходим, или просто временные свои промежутки какие-то в игре? Ну, волшебник. Ну, прям пипец, закачаешься. С этой шляпой так особенно. Ой, что тут подгружается? Блин, самый верх еще. По этим еще лестницам, ладно, подниматься, а вот там винтовые прям укачивает. Кубик, вот здесь я тоже так и не вкурил, что это нам тут нужно сделать. Надо разобраться будет, наверное, за кадром, чтобы время не тратить. Блин, винтовая. Карусель, это радость друзей. Да, блин, куда нам еще выше? Я, конечно, понимаю, что по астрономии... ну выше вручай комнаты, точно. А мы разве тут... Ой. Здрасте. Мы что, по-моему, и не были. Я вот до вручай комнаты бегал, а сюда выше не поднимался. Ну да. Астрономическая башня. На балкончик можно выйти на улицу? Любоваться видами. Так, здесь бабочка. Я догадаюсь, там пивс. Вот ты... Чтоб ты там провалился насквозь. Какая башня высокая. То есть, оно просто декор не опционально, да? Не опционально, не функционально. Не посмотреть. Слушайте, а место довольно знакомое. Не здесь ли случайно Дамблдора? Того. Не отсюда ли он упал? Подожди, стой. Внутренний двор же под нами, да? На метле взлететь тут. Ну, ладно. Как бы вниз-то посмотреть. Подлезть. Ну, по идее, да, вот внутренний двор. Он же упал во внутренний двор. По-моему, там как раз астрономическая башня была. А Гарри прятался вот здесь.
Точно. Да-да-да. Она самая. Incendio. Ща блевану по этим лестницам. О, фестиваль как раз изображен. Ну что, пойдемте на занятия. Ну, логично. Уроки астрономии ночью. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Да, кстати, это наше первое занятие. Мы тут раньше не были. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Ого. А что-то, по-моему, до сих пор размыто. Нет? Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Бедолаги все замерзли. Oh, hello. I'm Amit. We met in potions class. I'm happy to report that we've yet to have any explosions in this class. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Но что-то я не хочу у этого парня брать телескоп. Мало ли, что он с ним делал. I can't do that, Amit. You might need it. No, really, you can. And I won't. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about.
Найдите телескоп Амита на складе. Stargazing as long as I Амит предложил мне свой старый телескоп, он где-то на складе под смотровой площадкой. Мы там уже были. too cold to use a telescope. It's a dog, isn't it? Слушай, интересно, какие-то созвездия вообще можно увидеть тут, нет? Я, конечно, не особо разбираюсь. Но ковшик-медведицу я найти смогу. Так, тут с кем-то поболтать можно? Professor Shah's just about as cold and distant as the bloody stars he wants us to chart. Not how I wanted to spend my evening. Not sure what you can learn from these astronomy tables that you can't learn from a cup of tea leaves. Так, ну все недовольные. Our meat thinks he knows everything. Even told me he can speak gobbledygook. Sounded like gibberish to me. Блин, тучками все затянуло. Только поразглядывать хотел. Ладно, бог с ним. Вот проход у нас. This was his old telescope. Looks practically brand new. Найди телескоп, найди Амита. А вот, кстати, как им пользоваться? Здесь у нас его нет. A pristine night for stargazing. Do not let it be wasted. Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial, of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know. Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? Что такое астрономические столы? You mentioned astronomy tables earlier in class. What were you talking about? Long ago, devotees of the astral arts set up stone slabs across the countryside. They are ideal for studying constellations near and far. For centuries, wizards made use of these astronomy tables for stargazing. Sadly, they have since become mere monuments to the intrepid intellectual pursuits of a bygone epoch. Чему вы недолюбливаете прорицание? Am I right in thinking you are unimpressed by divination? Of the many other so-called disciplines taught here, divination is perhaps the most feeble, especially in its nonsensical practice of astrology. Do not confuse astronomy and astrology. One is concerned with mysteries stellar and lunar, the other is mere lunacy. То есть они как-то между собой пересекаются, поэтому возникает вот такой конфликт. Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. Так. Амита на нижней площадке. Появился маркер. The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Значит, есть подвох. I had a feeling there would be a catch to that telescope. No. I certainly wasn't trying to bribe you or anything. But are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Ох уж хитрый парень. Вот поэтому я хотел у него этот телескоп брать. Хорошо, я пойду. Right, I suppose I can go with you. I hope it's worth it. It will be. Trust me, I have read practically everything there is to read about this. It should be brilliant.
Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. А, сюда. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Ванна в клетке. Эта ванна находится под замком очень давно. Никто и не понимает, сколько. Ходят слухи, что она была заколдована десятилетия назад, чтобы преследовать студентов, которые были слишком одержимы своей учебой и абсолютно забывали заботиться о личной гигиене. Господи. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Не, а чё, я в клетке-то полезная штука на самом деле. Но вопрос, как она, конечно, мыла их. Видимо, не очень. Не очень это нравилось. Incendio! Defender! Люмусом. Поход дальше. Вот он. Извини, А, тут и вот он. Это верстак обычный, я думаю, это астрономический, этот уже. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school, I mean. Lumos! Lumos! А, вот, наверное. Столик этот. The constellation should appear near the center of your view. Подожди. As soon as you've lined Вот up же the она. telescope, we will be able to fill out our star chart. Что-то как-то мне не совпадает. О, получилось. Лира. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Спасибо, конечно. Whatever you say, Amit. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Итак, если я правильно понял, мы находим эти столы и вставляем телескоп и ищем созвездие. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. Так, нас этот Харлоу не отпускает. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Так, ну профессор Фиг подождет. Хочу все-таки
вот с Натей встретиться, добить. То, что мы уже как бы начали с ней. А, ну это вообще второстепенное пошло. Взаимоотношения. Себастьян и Омини спорят в большом зале. Мне нужно выяснить, в чем дело. Так, ну давайте с Нати встретимся. Нати узнала об одном волшебнике, который живет в Нижнем Хоксфилде. Ему угрожает сам Теофил Харлоу. Правая рука Руквуда. Мне нужно встретиться там с Нати и провести расследование. Ну давайте этим займемся сейчас. Немножко отвлечемся. Я что-то подумал, что это основное. А это, оказывается, нет. Блин, я зелье случайно выпил. Ну ладно. Че, на чем полетим? Ну, выбор очевиден. Let's go. Come on, Highwing. Где тут лететь-то, в принципе? Да, на метле мобильнее будет. Ее типа, что, достал, так, оп, и полетел. I would not want someone like Harlow looking for me. You are here. Good. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Ну, пойдем поболтаем. Похоже, с мистером Биком что-то случилось. Мне нужно поговорить с миссис Бикл, чтобы выяснить подробности. Why did he challenge that horrible man? Джоанна Бикл. Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? А может, его Харлоу выкрал? I don't mean to be grim, but could Harlow have taken him? Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. Что вы знаете о Харлоу? Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. Зачем Харлоу понадобилось убивать вашего мужа? What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that... Так, понятно. Мотивы прям на лицо. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. Найдите убежище Арчи. Сын миссис Бикл по имени Арчи пропал. Она упомянула, что у него есть убежище к югу от деревни. Нам нужно проверить это место. When I took the letter we found to Officer Singer,
She told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. Так, This вот это must вот. be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Мы, кстати, здесь уже побегали. Archie Bickle! Это у тебя He скелет would not дракона, have что done ли? this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. Revelio. There! Archie's footprints. He went this way. Вот они, следы. Сначала не увидел. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Так, Harlow стоп. would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Ничего он тут втопил. Revelio. Wolves! Prepare for a fight. Protego. Stupid one. Stupid one. Expelliarmus! Defender. Defender! Orisco Momentum! Stupid one. Incendio. Confringo. Expelliarmus. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Так, что-то мне подсказывает, что он в эту пещеру залез. Revelio. Вот сумка какая-то висит. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Так, ну вот как будто бы следы обрываются, а куда дальше-то пошли? Не Archie вижу went дальше. this way. Что, не в пещеру, что ли, заныкался? Revelio. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. Это совы, что ли, так летают, крыльями бьют? A fork in the road. We will need Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Фистал. Еще один фистал. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. Ой, My mother was away, and I felt Доброе quite утро. helpless. It was a long time ago. Revelio. But in other ways,
It seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. Да ё-моё. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. О! Мы на верном пути. It is as I feared. They have totalis. Be on your guard. There can be no mistakes. Блин, они 26 уровня, между прочим. Так, а с них что-то полутать-то можно, нет? Попадало. А, я думаю, что загрузка в палатку, а тут палатка-то волшебная. Непростая. Что магические палатки. А может... Да, путаюсь. Замаскироваться, так пойти. You don't think he saw it happen, do you? He's just a child. Ничего у них тут застолье. What's that? Expelliarmus! Defendo! Glacius! Defendo! To regret. Accio! You made a great. I'm gonna send you. Revelio. No! Had enough? Bopping and a rockin' finger. Expelliarmus. Stupid one. You will pay for your deeds. You're going to regret that. Confringo. You've made a... Accio. Так, по-моему, всех перебили. Да. Поставился. Что он там где-то внизу? Вот это палатка, конечно. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Aloha, Mora.
called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Нам его еще запроводить надо будет? Или мы автоматом перекинемся? Мы автоматом переместились, ну ладно. Oh, Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Ray. Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Pickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Ну, неплохо. Парнишку спасли. Надо, конечно, было побегать там палатку поизучать. Ну ладно. Может, что-нибудь там дельное бы нашли. Угу. И у нас это все разблокировалось, но толку от них не особо. Ладно. Так, чем бы еще заняться тут? Какие у нас задания есть побочные? Кровное родство. Смена конкурентов. Вот эти луны тоже собирательство. Ну, кстати, по поводу Аллахамора, да. Надо вот собирательством заниматься, чтобы разблокировать следующие уровни. Эти деми-маски, они только ночью проявляются. А с Диком надо поговорить еще. Ну, давайте сбегаем к Дику. Выручай комнату. Так, воспользуемся... Ой, не то. Воспользуемся быстрым перемещением. Так, а где у нас выручай комната? Секретная комната, а вот. Что там от этого эльфа нам надо? Точнее, ему от нас. А где он? Ну, давай поболтаем. Так, можно спросить... Так, нет, нам не надо. Привет, Дик. Профессор Уизли сказал, что ты хочешь рассказать мне больше о ткацком станке. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Это что еще такое? Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now.
As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. Блин, жалко Топса. Запрятали его, конечно. Дали задание с этими пауками там. Как-то это грустно и печально. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Участь домового эльфа. Быть съеденными пауками. Так, а что за ткацкий станок-то? Это не то. Wonderful. Стоп. Так, что-то я забыл. Вингардиум Левиоса, кстати, у нас открылся. Так, а как здесь наколдовать-то? Вот. Так, где этот для содержания? Адский станок. А у нас же он есть где-то уже, нет? Я шел где-то ставил такую штуку. Вон, сюда поставим, пусть будет. Так, что ты делаешь у нас? Ну это просто улучшение. Что-то вроде улучшил. Ладно, надо сначала с вещами разобраться, какие носить. А уже потом их улучшать. Так, врачая комната нам что-то тут дала какое-то новое помещение, да? Ой. Блин, тут даже прикольнее. Пляжик такой. Шпера какая-то. Арка. Пещера маленькая. Здесь типа тоже существ нужно каких-то хранить или что? Не, ну выглядит красиво. Здесь пройти можно, нет? Ну, в принципе, можно поплыть. То есть их можно сюда скинуть? Прикольно.
Так, и там какая-то щеточка еще должна быть. Так, это чтобы их ловить. Это чтобы за ними ухаживать. Угу. А с тебя какие перья собрать можно? Или что с тебя? Кожу, пыль? А, тебе тоже нравится, несмотря на то, что у тебя шерсти нет. Какие волосы Фистрала? Откуда они у него? Волосы Фистрала. Боюсь представить, где эти волосы у него находятся. Жалко, на них здесь летать нельзя. Так, ну что ж, давайте на этом серию закончим. Довольно мило получилось. Новое какое-то пространство для зверей наших. И оно мне даже больше нравится, чем то. Там тоже, конечно, уютно. Такая полянка, лужайка. Там с озерцом. Но здесь прям море. Скала так. Простор. Вот. Ну что ж, с вами был Арикс. Всем спасибо, всем пока. Увидимся, услышимся уже в следующей серии.